Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать свитер крючком. И в начале ролика хочу рассказать о материалах и инструментах, которые нам сегодня понадобятся, а также о параметрах самого изделия. Вязать будем из пряжи Alize Superlana Classic. У меня в бежевом и голубом оттенке. На 100 грамм 280 метров. И в составе 75% акрил, 25% шерсть. А пряжу мне предоставил магазин пряжа.су. Всем моим зрителям и подписчикам магазин дарит скидку 5% по промокоду, который вы видите на экране. Ссылку на эту пряжу, а также все подробные условия я оставлю у себя в описании под роликом, поэтому переходите и заказывайте пряжу со скидкой. Дальше о параметрах самого джемпера. Длина получилась 55 сантиметров, ширина после реглана уже 43 сантиметра, длина рукава от горловины и до окончания манжеты 66 сантиметров, длина линии реглана 25 сантиметров. И по основным параметрам это все. Вязала на размерах 40-42, подойдет на обхват груди до 85 сантиметров. И, как я уже говорила, будем вязать в технике реглан сверху, то есть начнем вязать сверху вниз. Будем вязать одной большой деталью, делая прибавки в 4 местах по линиям реглана. Об этом я еще чуть позже расскажу. Вы можете вязать по такому же количеству петель, как у меня, если попадаете в мою плотность вязания, или же можете самостоятельно сделать расчет. Я также про расчет расскажу далее в ролике. И перед тем, как начать вязать, хочу рассказать, как определить начальное количество воздушных петель, если вы вяжете другой пряжей или у вас другая плотность вязания. Как я уже говорила, вязать мы будем сверху вниз одним полотном. И для начала нам нужно взять мерку обхвата головы. У меня это 56 сантиметров. Далее связать образец узора, у нас это столбики с 2 накидами, и измерить количество столбиков в 10 сантиметрах. То есть вяжем небольшой образец и измеряем, сколько в 10 сантиметрах столбиков. У меня 16. Далее 56. Наш обхват головы умножаем на плотность вязания в 10 сантиметрах и делим на 10. У меня таким образом получается 90. То есть мне в самом начале нужно будет набрать 90 воздушных петель. Теперь эти 90 столбиков нам нужно разделить на реглан. У нас с вами сразу будет вязаться все детали: спинка, рукав, второй рукав и полочка. Как делим? От 90 я сначала отнимаю 4. Это петли реглана. У нас с вами 4 регланных линии, то есть линии, где мы будем прибавлять петли. Их 4. Спереди 2 и сзади 2. Остается 86. Далее 86 я делю на 3. У меня это примерно 29. Таким образом 29 столбиков я отдаю на спинку, 29 на полочку, и у меня остается 28. 28 это столбики на рукава. Делим их количество на 2. То есть 28 делю на 2, получается по 14 столбиков на рукава. И я сейчас прикреплю еще схему, как это все выглядит сверху. То есть если смотреть на изделие вот таким образом, вот, получается у нас 90, сверху 29, по рукавам по 14 столбиков и на полочку 29. По одной петле приходится на реглан. Вот они у нас, регланные линии. Ну и в принципе все. Если хотите рассчитать под себя, то расчет я вам дала. Хочу сделать небольшое уточнение. Несмотря на то, что у нас удлиненная регланная линия, полотно получается не совсем широким,
Поэтому, если хотите увеличить ширину полотна, также можно в начале набрать большее количество столбиков, то есть горловина будет шире. Я обычно применяю вот этот расчет, который я вам дала. Берем нить голубого цвета, располагаем ее следующим образом и начинаем набор воздушных петель. Подставляем крючок под нить и проворачиваем. Теперь, придерживая перекрестие, набираем 90 воздушных петель. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Сильно их не затягиваем. Шестая. Продолжаю, пока не будет 90. Вот так должно получиться. Лицевая сторона выглядит как косичка, с изнаночной стороны вот такие перемычки. Теперь нам надо соединить цепочку в кольцо. Смотрим, чтобы нигде не было перекрутов. Теперь заводим крючок за первую воздушную петлю. И делаем соединительный столбик. Подтягиваем рабочую нить и проходимся через 2 петли на крючке. Все, соединили. Далее набираем 4 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья и четвертая. Теперь мы будем вязать столбиками с 2 накидами. Для этого делаем первый накид, второй, заводим крючок за воздушную петлю, ближайшую, вот она у нас. То есть здесь у нас воздушные петли, а вот следующая воздушная петля. Заводим крючок, вытягиваем нить. На крючке сейчас должно быть 4 петли, провязываем 2, еще 2 и еще 2. Первый столбик с 2 накидами готов. Далее опять 2 накида. Заводим крючок за следующую воздушную петлю. Провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 накида. Следующий столбик с 2 накидами. И так сейчас свяжем по всем воздушным петлям. У нас должно в этом ряду получиться 89 столбиков с 2 накидами и 4 воздушные петли подъема, которые заменяют 1 столбик. То есть в сумме 89 столбиков с 2 накидами плюс петли подъема. Продолжаю вязать по кругу. Все, провязали полностью столбики по кругу. Теперь будем распределять петли на реглан. Схему распределения петель я оставила на экране. Круг располагаем таким образом. Здесь у нас будет находиться спинка, середина спинки. Дальше по краю рукав, полочка, рукав. От воздушных петель, не считая воздушные петли, отсчитываем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И на следующем, то есть на 15, ставим маркер. Это первая регланная линия. Далее, не считая вот этот столбик, отсчитываем опять 14 столбиков для рукава. Четырнадцатый. На 15 ставим маркер. Вторая регланная линия. Теперь, не считая вот этот столбик, отсчитываем 29 столбиков. 1, 2, 3
Это у нас столбики для полочки. 29 на 30 ставим маркер. Опять для рукава отсчитываем 14 столбиков. Первый, второй. 14 на 15 ставлю маркер. 4-я регланная линия. И опять, не считая вот этот столбик, должно остаться 14 столбиков для спинки. 11, 12, 13, 14. Воздушные петли. Теперь уже можно посчитать за полноценный столбик. Таким образом у нас получается для спинки 29, для полочки 29 и по 14 для рукавов. И первый ряд у нас был установочный. Сейчас, начиная со второго ряда, будем делать прибавление вот в этих 4 местах, то есть в регланных линиях. Со второго ряда начинаем вязать бежевым цветом. 3 ряда у нас будет бежевым цветом. Берем нить. Теперь нам нужно сделать соединительный столбик для того, чтобы вот здесь соединить ряд. То есть начало и конец ряда. Заводим крючок в 4-ю воздушную петлю. 1, 2, 3, 4. И делаем соединительный столбик бежевой пряжей. Далее набираем 4 воздушные петли подъема. Их мы будем набирать в каждом ряду. 3, 4. И поворачиваем вязание. Это у нас будет изнаночная сторона. Теперь будем прятать нить внутри вязания. Делаем 2 накида. Заводим крючок вот таким образом за нить и за столбик предыдущего ряда, за обе стенки. Вот такая косичка должна быть. Провязываем столбик с 2 накидами над столбиком предыдущего ряда. Опять делаем 2 накида, заводим крючок за следующий столбик. И провязываем столбик с 2 накидами. Над каждым столбиком сейчас будем провязывать по 1 столбику. Таким образом вяжем до первого маркера. То есть мы сейчас расставили маркеры, вяжем до первого маркера. Здесь получается 14 столбиков сейчас. Вот он наш маркер, до него и вяжем. До маркера дошла, снимаем его. Мы будем знать, что здесь он у нас находился. Сейчас провязываем следующим образом. У нас здесь регланная линия. Делаем 2 накида, провязываем столбик с 2 накидами. Далее делаем воздушную петлю и опять делаем столбик с 2 накидами в это же отверстие. Таким образом у нас с вами будут прибавляться петли. Вот так регланная линия будет выглядеть. Далее маркер ставлю, где воздушная петля. Так как в следующем ряду мы опять же будем вязать такую же последовательность там, где у нас будет находиться маркер. Теперь вяжем до следующего маркера также по 1 столбику с 2 накидами над столбиком предыдущего ряда. До маркера вяжем. Дошла до маркера, снимаем его, опять провязываем последовательность. Столбик с 2 накидами. То есть это у нас опять регланная линия, воздушная петля и сюда же второй столбик с 2 накидами. Маркер возвращаем на регланную линию. Теперь вяжем петли для полочки. То есть до следующего маркера у нас здесь получается 29 столбиков. Провязываем их. Если полотно сейчас идет вот такой волной, ничего страшного. Опять дошла до маркера, 3-я регланная линия у нас здесь. Вяжем также столбик с 2 накидами, воздушная петля и столбик с 2 накидами сюда же.
маркер возвращаем. Вяжем до следующего маркера. И будем сейчас провязывать 4-ю регланную линию, постепенно завершать уже ряд. Здесь повторяем ту же последовательность. Потом в процессе вязания вы будете уже видеть, где у вас регланные линии находятся. Можете потом не ставить маркеры. Ну все, теперь довязываем ряд до конца. 14 столбиков у нас здесь. Довязываю последний столбик ряда. Теперь находим 4-ю воздушную петлю, 1, 2, 3, 4, заводим крючок и делаем соединительный столбик. Теперь набираем 4 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. Далее набираем 2 накида и начинаем с 1-го столбика провязывать. Вот он у нас. Также подхватывая обе стенки столбика. Вяжем таким образом до маркера. Довязала практически до конца. Вот наш маркер. Он стоит на воздушной петле. А регланная линия у нас состоит из 2 столбиков и воздушной петли. И нам сейчас нужно провязать над вот этим столбиком также столбик. Теперь снимаем маркер и вот сюда, где арка, провязываем регланную линию. Столбик с 2 накидами, воздушную петлю и сюда же 2-й столбик с 2 накидами. Маркер ставлю опять на воздушную петлю. Далее делаем 2 накида. И вот в этот столбик провязываем столбик с 2 накидами. То есть прибавление мы сейчас будем делать, где воздушная петля. Далее вяжем опять до следующего маркера. Опять дошла практически до маркера. 1 столбик остался, провязываем вот сюда. То есть это у нас теперь просто столбик предыдущего ряда. Далее снимаем маркер и провязываем в эту арку последовательность нашей регланной линии. То есть столбик с 2 накидами, воздушная петля и сюда же 2-й столбик. Ставлю маркер обратно. Теперь провязываем дальше столбики. Так продолжаем до конца ряда. Его завершаем самостоятельно. Довязала. И теперь опять делаем соединительный столбик. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание. Вяжем до маркера. Здесь опять же делаем, как и в предыдущем ряду, где столбики провязываем, где арки регланные провязываем нашу последовательность прибавок для регланной линии. Провязали 3 ряда и сейчас приступаем к 4-му. Он у нас будет опять голубым цветом. То есть мы чередуем 1 ряд голубым, 3 ряда бежевым.
Голубую нить обрезаем, оставляя небольшой кончик. Сейчас покажу, как спрятать эти нити каждый раз. Когда нужно будет их спрятать, то можно воспользоваться таким способом. Берем иголку, делаем узел, далее нить прячем вот здесь между рядов. На изнаночной стороне это делаем. Лишнее обрезаем. Сейчас берем нить голубого цвета. Я их обрезаю и присоединяю заново. У нас здесь получается изнаночная сторона. Находим 4-ю воздушную петлю и делаем соединительный столбик. Теперь опять набираем 4 воздушные петли, набрали и поворачиваем вязание на, получается, лицевую сторону. Вот эту нить перевожу назад. Ее мы сразу будем прятать в полотне. Делаем 2 накида, заводим крючок за столбик и прячем нить. Можно иголочкой потом это сделать, можно сразу вот так в полотне прятать. Здесь уже как удобно. Здесь принцип вязания у нас остается. Провязываем столбик вот сюда, где у нас была провязана регланная линия, и повторяем. Такие прибавления в реглане мы делаем в каждом ряду. Все, этот ряд продолжаем, как обычно, как и бежевым цветом. Дальше я еще раз покажу, как меняем цвета. А здесь принцип вязания такой же. Завершаю ряд, последний столбик провязала, и теперь нам нужно сменить нить обратно на бежевую. Она у меня находится вот здесь с лицевой стороны. Лицевая сторона — это там, где у нас вот эти воздушные петли. Вот так выглядит изнаночная, вот лицевая. А бежевую нить здесь нужно также обрезать. Я не хочу протягивать нити через полотно, поэтому буду их прятать. Если вас это не смущает, то можете протягивать, но имейте в виду, что здесь есть лицевая и изнаночная сторона. Поэтому ее, вот эту нить, мы будем прятать. В принципе, я здесь всегда буду обрезать нити. Завершили вязание голубого ряда. Теперь заводим в 4-ю воздушную петлю крючок, берем бежевую нить и прикрепляем. Четыре воздушные петли набираем, поворачиваем. Сейчас будем вязать по изнаночной стороне, здесь прячем опять нить. И все, таким образом меняем нити с голубого на бежевый, с бежевого на голубой. И вяжем дальше реглан, делая прибавки по реглану в каждом ряду. Голубую нить обрезаем. Я провязала детали реглана. Как вы уже поняли, мы вяжем сейчас одну большую деталь. У нас здесь и полочка, и рукава, и спинка. То есть вяжем все одновременно. У меня получилось 15 рядов. В сантиметрах это 24 сантиметра. Регланная линия 26 сантиметров, так как она получается чуть длиннее основного полотна. Как же определить, какое количество рядов нужно провязать именно вам? Здесь есть 2 способа. Вы можете примерять и смотреть, на каком моменте нужно останавливаться, то есть на каком моменте лучше разделить деталь на рукава
и на деталь туловища. И второй способ – это рассчитать. Что нужно рассчитать? У нас есть плотность вязания. В моем случае на 10 сантиметров у нас 16 столбиков. И на обхват груди 83 сантиметра мне нужно 132 столбика. Но 132 столбика – это только полочка, спинка, и вот здесь у нас будут подрезы. То есть рукава мы не учитываем. Поэтому сейчас считаем, какое количество столбиков у нас получилось по полочке. Я захватываю еще вот этот один столбик от регланной линии. То есть считаю от этой регланной линии до вот этой. У меня здесь 57 столбиков. Соответственно, по спинке также 57. Это у нас в сумме 114. На подрезы вот здесь мы будем прибавлять по 10 столбиков. 10 с одной стороны, 10 с другой стороны. То есть получается 134. Как раз таки я попадаю. И в принципе по примерке я поняла, что мне этого достаточно. Подрезы, еще раз хочу на этом остановиться, это место, где подмышка. Для того, чтобы в свитере было удобно двигаться, мы дополнительно вот здесь будем набирать цепочку из воздушных петель и дальше провязывать столбики. Вот эта цепочка, подрез, должен быть примерно 5-6 сантиметров. И таким образом вы под свой обхват груди, а также под свою плотность вязания можете рассчитать, какое количество столбиков вам нужно. Но самое простое, конечно, это примерять. Ну что ж, у нас основной реглан готов. Теперь нам надо провязать росток. Если вы ни разу не вязали свитер и не знаете, что такое росток, то это дополнительные ряды по спинке. Так как у нас нету, как видите, углубления горловины, то есть обычно свитер имеет углубление по полочке. Вот такое. У нас здесь его нет, так как мы вяжем сейчас одной деталью. Поэтому мы провяжем по спинке дополнительные ряды. Это примерно 4-5 сантиметров. То есть на вот это углубление горловины провяжем 4-5 сантиметров полотна. Так как у нас с вами раппорт узора это повторяющиеся элементы. У нас это 4 ряда, вот они. И я на росток также провяжу наш раппорт узора. Но у меня он здесь разбит. Как видите, у меня провязано 2 ряда бежевым. Мне нужно еще провязать 1 ряд бежевым. Далее провяжу 1 ряд голубым и еще 2 ряда бежевым. То есть вот эту часть мне нужно будет дополнительно провязать только по спинке. Соединяем деталь мы по спинке и сейчас делаем соединительный столбик и нить обрезаем. Если вы, то есть я надеюсь понятно, да, то что нужно, чтобы у нас рисунок совпадал. Раппорт узора у нас 4 ряда, голубой и 3 бежевых, поэтому и здесь нам нужно также вернуться на как бы вот такое исходное положение. Сейчас мы провяжем, и я вам еще раз покажу, как должно получиться, если вдруг вы на другом ряду. Все соединили, обрезаем. Все обрезали. И теперь будем вязать только по спинке. Мы вязали по лицевой стороне, сейчас будем по изнаночной вязать, поэтому будем вот с этого края начинать. Таким образом поворачиваем. И мы будем вязать от этого края до этого края. Здесь мы пока все вот так оставляем. Берем бежевую нить и сейчас провяжем сначала 1 ряд бежевым. Прикрепляю нить на вот этом столбике регланной линии. Вот он получается. Набираем 4 воздушные петли. Они имитируют у нас столбик. Далее набираем 2 накида и продолжаем вязать уже столбиками с 2 накидами.
Здесь должно получиться 57 столбиков. Если у вас другое количество рядов, другой сейчас узор, то вы продолжаете вязать по вашему узору, чтобы у нас всегда был один голубой и 3 бежевых. 4 ряда росток у нас будет, чтобы попасть в узор. Если у вас эти 4 ряда получается в сантиметрах совсем мало, то провязывайте тогда не 1, а 2 раппорта, то есть 8 рядов, для того, чтобы у нас совпадал рисунок. По спинке тоже. Я дошла до воздушных петель, и над ними мы также провязываем 1 столбик, так как воздушные петли у нас заменяют столбик. Все, дальше продолжаем. И вяжу сейчас вплоть до вот этого столбика. Вот он, регланная линия до вот этого столбика. До последнего столбика дохожу, и здесь меняем нить на голубую. Голубая уже полоска у нас здесь. Последние 2 петли провязываю уже голубой нитью. Провязали, набираю 4 воздушные петли, поворачиваю вязание. Бежевую нить можно обрезать, она нам здесь в принципе не нужна, ее нужно будет спрятать в вязание. Теперь вяжем также 57 уже голубым цветом. 57 столбиков, при этом петли подъема также считаем за столбик. Заводим крючок вот сюда. Над воздушными петлями подъема предыдущего ряда также нужно будет провязать столбик. То есть вот здесь в конце также столбик. Довязываю голубым цветом. Здесь также меняем цвет уже на бежевый. И провязываем 2 ряда бежевым цветом, также поворотными рядами, как мы сейчас с вами вязали. 4 воздушные петли набираем, поворачиваем. Все, здесь уже не нужно будет менять пряжу, поэтому просто вяжем 2 ряда бежевым цветом. Голубую нить можно обрезать. Все, теперь продолжаем вот этот ряд и поворачиваем, вяжем обратно. Все, провязали росток, вот так должно получиться. То есть мы вернулись опять к исходным вот этим 2 рядам по спинке. И по полочке тоже. То есть у нас здесь 2 ряда было, и здесь. У нас как бы продолжение сейчас будет узора, видите? Только просто на одну полоску по спинке больше, а так в целом мы соблюдаем наш узор. Все. Теперь у нас здесь с вами сейчас есть 2 пути, как продолжать вязать. Можно продолжать здесь вязать, но я хочу перенести начало ряда обратно вот сюда, посередине спинки. Мы с вами сразу не делали сбоку вот этот шов, так как он бы у нас постоянно уезжал. Мы же здесь делаем прибавки, поэтому он бы у нас смещался, а по спинке он получается посередине. Поэтому, чтобы у нас по спинке не с этой стороны был шов вот этот, я перенесу его обратно на середину, поэтому здесь нить обрезаю. Здесь уже на ваше усмотрение можете оставлять тут, но я думаю, все-таки лучше перенести обратно на середину. Так, теперь будем вязать также с изнаночной стороны. Нахожу воздушные петли, вот они у нас, и смотрю, где нужно прикрепить нить. Вот на вот этом столбике. Или можно отсчитать, это будет 29
столбик. Теперь прикрепляем нить на 29 столбике на изнаночной стороне. Можно нить прикрепить наоборот на лицевой и потом развернуть, но в принципе разницы здесь сильной в этом нет. Что теперь делаем? Довязываем до конца детали спинки. Мы сейчас на спинке находимся. Начинаем провязывать. 28 столбиков провязываем. В этом ряду мы с вами уже будем отделять спинку от рукавов. Рукава мы оставим. Будем пока вязать деталь туловища, то есть именно длину изделия. Провязали, и теперь набираем 10 воздушных петель на подрез, который я вам уже говорила. Первая, вторая, третья, 10. Все, делаем 2 накида, и смотрите, теперь мы рукав пропускаем, это у нас рукав, пропускаем и начинаем вязать вот сюда, во второй столбик по регланной линии. Заводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Вот так должно получиться. Петли рукава полностью пропустили и заводим крючок в этот столбик, во второй столбик регланной линии. Поворачиваю и теперь вяжу столбики по полочке. То есть сейчас нужно провязать только по вот этой прямой до вот этого столбика. Здесь последний столбик. Первый столбик регланной линии. Провязала. Еще раз покажу, как это все выглядит. И теперь последний столбик, вот он у нас здесь. Опять 10 воздушных петель. 2 накида. Петли рукава пропускаем. И здесь подхватываем петли от спинки. Вот он у нас первый столбик. В конце ростка заводим крючок и провязываем. И довязываем столбики по спинке. Таким образом мы отделили полочку, спинку и рукава. Провязали. И теперь меняем нить обратно на голубую. И вяжем пока по всем столбикам спинки. Дальше будем провязывать подрез. Доходим до последнего столбика по спинке. И теперь будем вязать по воздушным петлям. Делаю 2 накида, нахожу первую воздушную петлю. Для этого сначала я вот так поворачиваю нашу цепочку. Нахожу дальнюю стенку воздушной петли и провязываю. Опять 2 накида. Следующая воздушная петля. 10 столбиков у нас здесь должно получиться. Следующая воздушная петля. И дальше продолжаем вязать уже по петлям полочки. То есть вот эту часть. Также до следующего подреза. Дошла до второго подреза. И здесь, в принципе, то же самое. Поворачиваю к себе цепочку. Нахожу первую воздушную петлю и провязываю.
тоже 10 столбиков здесь должно получиться, поэтому лучше все пересчитать. И продолжаем теперь вязать по спинке, довязывая ряд. Довязываем ряд, меняем цвет на бежевый и также теперь вяжем необходимую длину самого свитера, не забывая менять цвета. То есть здесь уже довольно-таки все легко, просто по кругу, не прибавляя. Все, прибавления по реглану мы уже никакие не делаем. Вяжем по кругу, над каждым столбиком провязывая по одному столбику. Здесь самое простое сейчас, сложное мы сделали. По кругу вяжем, чередуем цвета, на необходимую длину сейчас провязываем. Провязала необходимое количество рядов. У меня получилось 13. От подрезов 13 рядов провязала. И обязательно здесь останавливаемся на голубом ряду, то есть его провязываем. После этого голубого ряда мы будем продолжать вязать голубым цветом уже резинку. Для того, чтобы провязывать резинку, берем крючок 3 мм. Поворачиваем вязание. Делаю соединительный столбик в конце ряда. И приступаем к первому ряду резинки. Набираем 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем. В этом ряду будем провязывать столбики с одним накидом. Делаем накид, заводим крючок за первый столбик и провязываем столбик с одним накидом. Провязываем 2 нити и еще 2. Опять накид. Следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Накид. За следующий столбик провязываем 2 нити и еще 2. Продолжаем так до конца ряда. Вяжем крючком 3 мм. Провязали, делаю соединительный столбик, 3 воздушные петли подъема и поворачиваем. В следующем ряду уже провязываем немного иначе, делаем накид и будем провязывать вогнутые и выпуклые столбики. Они провязываются следующим образом. У нас есть накид, мы заводим крючок не как обычно за вот эти петли, а заводим крючок за столбик. Вот таким образом. Рабочая нить у нас над столбиком проходит. Подтягиваем, вытягиваем нить. На крючке 3 петли, провязываем 2 и еще 2. Это получается выпуклый столбик. Далее накид. Далее будет вогнутый столбик. Для этого мы заводим крючок с изнаночной стороны на лицевую. Вот таким образом. Опять нить сверху проходит. Вытягиваем. Провязываем 2 петли и еще 2. Теперь накид. Следующий столбик провязываем как первый. Заводим крючок с лицевой стороны на изнаночную и с изнаночной на лицевую обратно. То есть у нас столбик лежит спереди. Вытягиваем, провязываем. Далее накид. Заводим крючок наоборот с изнаночной стороны на лицевую и с лицевой на изнаночную. И поэтому на лицевой стороне у нас виден крючок, а на изнаночный столбик. Вытягиваем и провязываем. Так чередуем до конца ряда. Накид. Все, последний столбик провязан. И теперь делаем соединительный столбик. 3 воздушные петли подъема набираем, поворачиваем.
И вяжем следующий ряд резинки, уже третий. Здесь чуть проще. Если у нас столбик уходит назад, то мы так и продолжаем вязать вогнутый столбик. Накид. Если выпуклый, значит вяжем выпуклый. Накид. Заводим крючок и провязываем. Накид. Выпуклый столбик. Накид. Наоборот, вогнутый. Продолжаем до конца ряда. Довязали ряд, обрезаю нить, делаем соединительный столбик в конце ряда. И нить вытягиваем, после чего прячем ее внутри полотна. Все, резинка по низу изделия у нас готова. Приступаем к рукавам. Сейчас приступим к вязанию рукавов. И как определить, с какого цвета нам нужно начать вязать? Как мы видим, завершали мы двумя бежевыми рядами наш рукав. Соответственно, нужно провязать еще один бежевый ряд. Поэтому сейчас первый ряд рукава мы будем провязывать бежевым цветом, после чего раппорт узора начнем заново, то есть голубой и 3 бежевых ряда. У меня сейчас сторона полочки. Мы с вами вяжем поворотными рядами, поэтому сейчас нужно обратить внимание на следующее. Если у вас вот такая косичка на лицевой стороне, то нам нужно начинать вязать с изнаночной стороны, так как рукав мы также будем провязывать поворотными рядами. Поэтому мы начнем с вязания на изнаночной стороне. Я сейчас вот таким образом разверну. То есть у меня низ изделия наоборот стал сверху. И мы вот так поворачиваем, будем вязать от середины подреза и дальше против часовой стрелки. То есть по ростку. Дальше переходим на рукав и идем вниз. Берем пряжу бежевого цвета. На другом рукаве точно так же нужно будет повернуть изделие, так как мы начинаем с вязания по подрезу. Берем крючок 3,5 мм, нить. Находим 5-й столбик подреза, то есть примерно центральный. Заводим крючок и набираем 4 воздушные петли. 4-я. Теперь за столбики подреза провязываем по столбику. Вот таким образом. С 2 накидами, то есть обычные наши столбики. Довязали. И далее мы вяжем следующим образом. Нам нужно подхватывать вот эти столбики у рядов ростка. Здесь для каждого такого ряда соответствует 3 столбика с 2 накидами. То есть делаю 2 накида, завожу крючок вот сюда, в эту перемычку и провязываю. Далее 2 накида, подхватываю столбик, то есть завожу крючок за его нити и провязываю. Опять делаю 2 накида и опять же завожу крючок за столбик ряда и провязываю. Далее снова 2 накида, крючок вот сюда в перемычку. Два накида за воздушные петли следующего ряда, получается второго. Опять 2 накида и опять же в эти воздушные петли. То есть для каждого
ряда по 3 столбика провязываем. Опять 2 накида вот сюда в перемычку, 2 накида за столбик, еще раз за столбик. Мы сейчас вяжем, еще раз повторюсь, по изнаночной стороне. При вязании другого рукава вы столкнетесь сначала с одним рядом. Там нужно будет провязать 3 столбика, после чего провязывать по вот этим вот столбикам, то есть столбиком именно уже рукава. Делаю 2 накида, и теперь у нас вот здесь воздушная петля. Вот эта арка, регланная линия, и мы сюда заводим крючок и провязываем. И все, дальше начинаем вязать по столбикам. Здесь достаточно легко. Основная проблема заключается вот в этих рядах, где надо провязать. По вот этим столбикам самостоятельно сейчас провязываем. Провязала по столбикам. Провязываю здесь, где воздушная петля от регланной линии. Далее у нас один ряд. Провязываем здесь перемычку, 2 столбика за столбик ряда, опять 2 накида, и здесь я еще провязываю один столбик вот в эту перемычку, чтобы у нас здесь не было слишком большого отверстия при переходе на вязание по подрезу. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в этот столбик провязываем. То есть довязываем оставшиеся 5 столбиков по подрезу. Нить обрезаю, так как следующий ряд будет голубым, несмотря на то, что у нас по основному полотну, то есть по длине свитера идет голубой ряд, но по рукаву мы уже наш раппорт закончили, поэтому начинаем опять вязать голубым. Делаем соединительный столбик, 4 воздушные петли. И поворачиваем вязание, теперь вяжем по лицевой части. Здесь уже все довольно-таки просто, вяжем по столбикам, как есть. 2 накида, находим первый столбик. То есть на рукавах мы также поворачиваем каждый раз вязание, как мы делали на полочке и спинке при вязании реглана. Довязываем этот ряд и опять берем бежевый цвет, то есть здесь меняем цвета точно так же, как и при вязании реглана. Набираем 4 воздушные петли, поворачиваем вязание, голубую нить обрезаем. В этом ряду у нас ничего не меняется, а в следующем мы начнем делать убавление. Я решила сделать не прямой рукав, а немного убавлять столбики для сужения рукава к низу. И остановилась на убавках в каждом 4-м ряду. Если вы хотите более стремительное убавление петель, то можете делать убавление чаще. То есть вот у меня рукав. Немного у меня убавляется ширина изделия к манжете. Здесь уже на ваше усмотрение. Я буду делать в каждом 4-м. И сейчас довязываем этот ряд. И в следующем ряду, он как раз будет 4-й, я покажу, как делать убавление. Или же вы можете совсем не делать убавки, будет прямой рукав. В любом случае последний ряд рукава перед манжетой мы будем делать с убавками. Довязали. Бежевым цветом соединяем ряд. Набираем 4 воздушные петли.
Поворачиваем. И теперь в начале и в конце ряда будем делать убавку. Она делается таким образом. Делаем 2 накида, заводим в ближайший столбик, провязываем 2 нити, еще 2 нити и 2 у нас остаются. Мы делаем опять 2 накида, заводим крючок за следующий столбик, провязываем 2 нити, еще 2 и остается 3. Мы их все вместе провязываем. Таким образом у нас получилась убавка. Теперь вяжем, пока не останется 2 последних столбика. Там также нужно будет сделать убавление. Пока у нас ничего не меняется, над каждым столбиком провязываем по одному столбику с 2 накидами. Дошли практически до конца ряда, 2 столбика у нас здесь остается. Будем делать убавку в конце ряда. Также делаем 2 накида, заводим крючок за ближайший столбик, провязываем 2 нити, еще 2 остается. Делаем 2 накида, заводим крючок за следующий столбик, провязываем 2 нити, еще 2, остается 3, провязываем их вместе. Все, присоединяем ряд. 4 воздушные петли подъема, поворачиваем, делаем 2 накида, заводим крючок вот сюда, это у нас теперь 1 столбик, провязываем, опять 2 накида за следующий столбик, довязываем ряд до конца. И теперь убавление делаем в каждом 4-м ряду. То есть теперь мы начинаем отсчет. Сейчас опять как бы первый ряд будет, второй, третий, и в 4-м опять делаем убавку. Ну и все, увидимся, когда будет провязана нужная длина. При этом я хочу заметить, что мы заканчиваем рукав вот этими 3 бежевыми рядами. Поэтому останавливаемся, когда будет 3 вот этих бежевых ряда. Вяжем сколько нужно рядов, но останавливаемся только после 3 бежевых. Вот в этом голубом ряду будем делать с вами убавление. Провязала рукав, у меня получилось 25 рядов. Это 41 сантиметр. Здесь мы заканчиваем 3 рядами бежевого цвета. То есть следующий ряд будет голубым цветом. Берем голубую нить. И в следующем ряду я буду делать постоянные убавления. То есть будет вот такая узкая манжета. Набираем 2 накида. Заводим крючок за первый столбик. Провязываем 2 нити. И еще 2. После чего опять набираем 2 накида. Заводим крючок за следующий столбик. Провязываем 2 нити. Еще 2. И остается 3. Провязываем их, то есть сделали убавку. И на протяжении всего ряда будем делать такие убавки для того, чтобы у нас количество столбиков сократилось в 2 раза. А если вы хотите не такой узкий рукав, то можете чередовать убавка и, допустим, сейчас просто столбик. Дальше убавка, просто столбик. Если же вы вообще не хотите сужать рукав, а хотите оставить такой, то убавление можете не делать. Провязали. Теперь берем крючок 3 мм и приступаем к вязанию резинки. Делаем соединительный столбик. 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. И первый ряд провязываем столбики с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом. Продолжаем до конца ряда. Далее приступаем ко второму ряду резинки. Здесь, в принципе, все то же самое, что мы делали по низу изделия. 3 воздушные петли подъема, повернули. И теперь
Начинаем вязать выпуклые и вогнутые столбики. Начинаем с выпуклого, далее вогнутый. Этот ряд завершили и приступаем к последнему ряду резинки на рукаве. 3 воздушные петли подъема, повернули и вяжем столбики, которые видим, выпуклые и вогнутые. До конца ряда продолжаем. Далее обрезаем нить, оставляя небольшой кончик. Теперь приступаем к обработке горловины. Берем крючок 3 мм, находим воздушные петли подъема от горловины, заводим крючок, набираем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание и будем вязать по изнаночной стороне, то есть внутри. Провязываем ряд, состоящий из столбиков с одним накидом. Для этого заводим крючок над столбиком предыдущего ряда. Накид, следующий столбик и заводим крючок, получается, за воздушную петлю, точнее за ее стенку. Над каждым столбиком провязываем по столбику с одним накидом. Продолжаем так по всей горловине до конца ряда. Соединяем ряд. Воздушные петли подъема поворачиваем. Опять вяжем резинку, как у нас уже была обработана манжета на рукаве и низ изделия. Вяжем этот ряд, и если есть возможность, то следующий. Здесь можно примерить, посмотреть, чтобы горловина сильно не торчала. Можно ее оставить здесь поменьше, буквально 2 ряда. Ну а на этом сегодня все. Вот такой джемпер получается. Стирала я его вручную, дальше сушила в машинке. Сушим обязательно после машинки горизонтально, и можно с удовольствием носить. Если ролик вам понравился, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, и до скорых встреч!